Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну и, как я обещал, прокачка золотодождевой Барселоны. Не знаю, действительно, зачем они сделали такой дизайн карт, но как по-другому это назвать. Я понимаю, что золотой дождь звучит так себе, но тем не менее, это забавно. Как по мне, это забавно. Значит, у нас может выпасть каждому из нас Роберто, Кристенсен, Рафинья, Фати, ну и Педри, либо Педри, как кому удобнее. 3 попытки будет, если вы прошли ивент. В целом, хороший набор игроков, но, если честно, мне кажется, Konami, вот если вы посвящаете этот выпуск игроков тому, что Барселона стала чемпионом Испании, то, ну, наверное, можно было бы им рейтинги подтянуть, сделать их как-то попривлекательнее, что ли. В общем, это мои мысли, это как-то так. Как обычно, полезные ссылки в описании в закрепленном комментарии, мой телеграм, где просто новости, моя личка, если тебе нужно сдонатить с российских карт на мобилочку, ну и, само собой, чат, где можешь пообщаться с единомышленниками. Ладно, начинаем с Роберто. Значит, 90 у него на максимальной прокачке при автоматической. Давайте посмотрим, какие версии были. Ну, в целом, 90 это максимальная его версия. Вот, был у нас он еще 90-й. Это от паков партнеров. Кстати, от паков партнеров, по-моему, он у меня и есть. В целом можно эту карточку использовать вполне. Давайте смотреть по автомату, как раскидывает статы. Значит, 4 пас, 4 дрибла, 8 ускорения, 12 в скорость, 4 корпус и 8 в защиту. На самом деле, вряд ли бы я что-то здесь менял, скорость ему в любом случае нужна, но Роберто далеко не быстрый у нас правый защитник. То есть обычно там у правых левых защитников скорость, не знаю, там 90, ускорение 90, а здесь как-то все очень даже паршивенько. При этом он атакующий защитник. Извиняюсь, я забыл выключить телефон, поэтому сейчас я его на беззвучный поставлю. Я надеюсь, вы не отвлеклись. Так, поставил в режим полета, чтобы меня не отвлекали. В общем, по автоматической прокачке я согласен. По навыкам есть у него пас в касание, пас на ход, точность подач и блокировщик. Как вы понимаете, основных защитных навыков нет, поэтому, естественно, ему их нужно долавливать. Использовал бы я его как основного защитника? Конечно же, нет. Кристенсен, значит, 93 при автоматической прокачке будет максимальный уровень. Был у нас он 94-й, как я вижу, от команды недели сборных. И был у нас 94-й в паке... Ой, как они назывались? Какие-то там великие защитники или что-то в таком роде пак назывался. Короче, не самая сильная его карточка на данный момент. Посмотрим автоматом прокачку. 12 в защиту, 7 корпус, 4 в скорость. Ничего вообще в ускорение. Ускорение печальное, паршивое. Дрибла тоже ничего. Ну, ее у него и нет. И пас... Пас не вдохновляет, Не знаю даже, откуда здесь можно снять статы на самом деле. Да, с одной стороны, вовлеченность в защиту 94, подкаты 94, это отлично. И как бы уменьшать это все дело не хотелось. Ну, наверное, я бы так и оставлял. Вот реально уже второй игрок, и я бы оставлял именно автоматическую прокачку. Потому что, ну, откуда, по сути, снимать здесь статы? Ладно, можно было бы, допустим, защиту до 8 убрать. Вполне она еще остается годной. 4 добавить в ускорение, 4 добавить в пас. И 4 стата у меня бы еще оставалось. Ну, допустим, 1 стат в корпус и 2 стата, не знаю, в дриблу. Хоть чуть-чуть ее поднять. Получился он бы 92-м, а не 93-м, но при этом с очень неплохим пасом низом для центрального защитника. И хоть чуть-чуть мы вытащили ускорение. По навыкам есть у него опекун, перехват, боевой дух, подкат. Само собой нужен акробатический вынос, само собой нужно верховое главенство. Ну и... что-нибудь на пас, чтобы он начинал нормально атаки. Далее Рафинья, 93 на максимальной прокачке правый нападающий. Какие версии у нас его были? Так, была 94-я, как я вижу, причем она продавалась, когда именно, помните, продавалась целая команда Барселоны. То есть, опять же, не самая сильная его карточка на данный момент. Так, автоматическая максимальная прокачка, великолепная скорость и ускорение, конечно, сразу бросается в глаза. 4 в удары, допустим, 4 в пас. Блин, посмотрите, какой у него паршивейший пас низом, ну это просто ужасно. 9 в дрибле. 1 стат снимем, потому что дорого. 8 в ускорение оставляем. 8 в скорость оставляем, потому что относительно тут 1 стат еще пошел в защиту, как обычно при автоматической прокачке, которая нахрен не нужна. Итого 4 стата мы имеем. Можно вкинуть в корпус, но сами видите, что игры головой, что прыжка, что самого корпуса у него в принципе немає. В защиту, само собой, тоже бессмысленно, поэтому тут на 2 мы можем увеличить либо пасы,
либо реализацию. Я бы на самом деле удары ему увеличивал, чтобы подкрутка сейчас зашла в зеленую зону, вот, а реализация поднялась до 75. Вот таким образом получился бы у меня Рафинья, тоже 93-й, он как и при автоматической прокачке. По навыкам есть ножницы, обводка двойным касанием, эластика, проброс между ног с разворота, подыгрыш пяткой, удары с наклевом, акробатика, игра пяткой, подкрутка шведкой, штатный пенальтист. Само собой, боевой дух и обязательно просто ловите ему удар без подработки. Без него прям все плохо. Плюс пас в разрез, пас на ход, все остальное. Да, пас у него паршивый, тем не менее, хоть каким-то образом, хотя бы навыками мы сможем это все дело вывести. Далее Фати, 83-й, да, 94 на максимальной прокачке при автомате. Какие версии были? Была 94-я от команды недели и была 95-я из какого-то пака. То есть тоже, опять же, не самая сильная его версия. Итак, автоматическая прокачка. Снова один стат идет в защиту и 9-й стат идет в дриблу. Сразу опускаем, получаем 4 свободных. 4 в удары, ладно, окей, кстати, очень неплохая реализация. Пас хоть какой-то присутствует, по снизам 74, но по сравнению с Рафиньей вообще бог. Дрибла 8, ускорение 8 оставляем, скорость 8 оставляем. Куда вкидываем эти два стата? Само собой, в корпус смысла нет, само собой в защиту нет. Ну что, реализацию, наверное, в зеленую зону мы и загоним. До 6 поднимаем удары, также получается он у меня 94-й, как и при автоматической прокачке, но при этом реализация 81 вполне себе неплохо, как по мне. Ну и Педри или Педри, хотя Педри это звучит как глагол, типа Педри его, ну вот, я бы, по крайней мере, так это расценивал. Значит, 95 на максимуме. Что у нас по Педри, или же Педри, а что у меня здесь не показывается? Какие версии были? Давайте перезагрузим страницу, почему бы и нет. Итак, был он у нас 95-й, отличный, причем со стилем атакующий полузащитник. Был у нас он 96-й за номинальные контракты. Вот у меня, кстати, вот такой именно 96-й за номиналку и есть. Этот у нас 95-й, ну ладно. Качать его именно под центрального полузащитника я бы не стал. Обратите внимание на правый верхний угол. Как левый полузащитник изначально он имеет статы 86. И поэтому именно под ЛПЗшку я бы его и загонял. Делаем ЛПЗ, смотрим автоматическую прокачку. Ничего в удары, 8 в пас, 8 в дриблу хорошо, 6 в ускорение и 8 в силу ног и выносливость. Получаем мы 94 как центральный полузащитник, но при этом 97 как левый полузащитник. Кстати, стиль креативный плеймейкер будет работать на левом полузащитнике. Поэтому мне кажется, что именно так он раскроется у вас максимально. Тут его два варианта качать. Как ЦПЗшник он говно, потому что, ну честно, умение защищаться, подкаты, агрессия, сами видите, тут все плохо. Либо качайте его под АПЗ, либо под левого полузащитника. По навыкам: обводка двойным касанием, марселька, сомбреро, проброс между ног с разворота, ведение подошвы, дальние удары, пас в касание, пас в разрез, точность подач, подкрутка шведкой. Добавляем ему, естественно, пас на ход, добавляем ему, естественно, боевой дух, но, в принципе, все остальное у него есть. То есть, ну, именно как левый полузащитник, он не сильно часто будет выходить на ударные позиции, но при этом пас низом 90, пас навесом 88 вас, в общем-то, может очень даже выручать. Итого, вот такой у меня Роберто, вот такой Кристенсен, Рафинья, Фати, ну и, собственно, Педри. Пиши, будешь ли ты прокачивать по моим советам, или у тебя какое-то свое видение всего этого. Да, ребят, читайте комментарии, возможно, вы прочитаете чей-то другой вариант, и вам он понравится, и вы будете его использовать. Ну и, само собой, можете все это дело в комментариях обсуждать. Эпиков откроем завтра, так что на этом прощаюсь. Все полезные ссылки в описании и закрепе. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.